Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. А вот есть ли цветение и активный рост орхидей в жару? Доподлинно известно. Есть. Методы содержания и ухода за орхидеями канала «Классика орхидейного жанра» позволяют успешно выращивать и зацветать орхидеи в любых климатических зонах и при любых погодных условиях. Лето 2022 года во Владивостоке выдалось туманным и дождливым. Тем не менее, орхидеи у меня цветут. Да цветут так, что не каждый видел в жизни такие цветения. Но сегодня разговор пойдет не о моих орхидеях. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Пока вы любуетесь полным распуском этой необыкновенно благородно-ароматной ванды, я представлю вам еще одного зрителя, который перешел на метод ухода за орхидеями канала «Классика орхидейного жанра». 4 дня назад под одним из видео на канале я получила вот такой комментарий. Наташенька, благодаря твоим советам, твоим прекрасным видео мои орхидеи начали выздоравливать, и теперь у них растет все. Новые корни, новые листья, новые цветоносы и даже детки. И это несмотря на жару более плюс 30. Я даже подготовила видеоотчет для тебя. Могу ли я поделиться им с тобой? Как с тобой связаться? И вот, друзья, связь налажена, видеоотчеты получены, и сегодня мы побываем в гостях у Галины Кисляковой, город Ростов-на-Дону, Россия. Пока Галина не познакомилась с этим каналом, орхидеи у нее не цвели. Да что там не цвели, не росли. Они у нее погибали. Практически каждый, у кого орхидеи не растут, не цветут или гибнут, думает, что эти растения не для него. Либо условия не подходят, либо сам человек криворукий. Как только не называют себя зрительницы в комментариях под видео неумеха, неумелая, криворукая, эти растения не для меня. Дорогие мои, все это не так. Любой человек в состоянии найти контакт с орхидеей в любой точке мира и при любых климатических условиях. Для этого нужно понять физиологию орхидеи, создать для нее правильные условия содержания и подобрать правильный уход. И сейчас мы узнаем из первых уст, как знакомство с каналом «Классика орхидейного жанра» изменило жизнь орхидей Галины Кисляковой. Приветствую всех орхолюбителей. Я проживаю в городе Ростове-на-Дону. Лето у нас очень жаркое, более 30 градусов. Сегодня у нас пасмурно, что очень-очень радует. А вообще температура доходит до 36 градусов. Вот мои орхидеи, которые я очень-очень люблю. Несмотря на сильную жару, мои орхидеи наращивают новые листики, новые корни, новые цветоносы. Вот эта орхидея попала ко мне в апреле этого года. Мне ее отдали как реанимашку. У нее было всего по одной паре листиков и очень ослабленная она была. Корешков практически не было. Вот с помощью Наташиных советов я каждый листик опрыскивала и мазала кисточкой соком алоэ, соком толстянки, соком каланхоя. И она ожила, выпустила новый цветонос и вот так уже красиво зацвела. Эта орхидея
тоже выпустила новый цветонос. И на новом цветоносе раскрылись красивые цветочки. Здесь у меня отцветшие орхидейки. Но несмотря на жару, как я уже говорила, у них также растут новые листочки и новые корешки. Вот эта орхидейка, у нее еще тургор слабый. Но она уже тоже оживает. Вот эта беленькая орхидея и вот это вот, они куплены в Леруа Мерлен по уценке. У них практически были желтые листья по одной паре. И через горшочек я увидела среди сгнивших корешков буквально по одному-двух живых корешков. Я рискнула их купить. И вот нарастили новые листики. Буквально пару дней распустился первый цветочек. Как и у этой орхидейки. Все листики ожили. Скажу честно, я купила 3 уценочки. Одна, к сожалению, пропала. Мне ее не удалось спасти. У этой орхидейки новые корешки, новые листики и в распуске первый цветочек. Это азиатка. Красавица моя. У меня она с марта 22 года. Была без бутонов. Выпустила цветоносик и зацвела. Эта орхидейка также наращивает листики. И вот на отцветшем цветоносе выпустился еще один цветоносик. Эта орхидейка отцветает, но, как видите, у нее также появились молодые листочки. У всех моих орхидей, обратите внимание, появляются цветоносики и маленькие листики. Здесь тоже на отцветшем уже вон почка пробуждается. Я специально показываю, чтобы вы видели, чтобы даже в самую сильную жару, в очень сильную жару, у моих орхидей появляются молодые листочки. Везде я сажаю каланхои по советам Наташи. Хочу коротко рассказать о том, как я ухаживала за своими орхидеями раньше и сейчас. Ну, в принципе, я не собиралась заниматься орхидеями. Мне казалось, что это все очень сложно. Но дочка мне подарила 2 орхидейки, которые, к сожалению, у меня очень долго, буквально года 2-3, отцвели и просто стояли листики. Ничего не появлялось, ни новых корешков, ни новых листиков, просто были живые листики. Потом я начала изучать в интернете, почему же они у меня не цветут. Ну, естественно, я стала пользоваться советами интернета, что необходимо орхидею держать на 1/3 в воде. При этом не опрыскивать, стараться, чтобы вода не попадала вглубь. Я так и делала. Конечный результат – я загубила эти свои орхидейки. Если они просто стояли с живыми листиками, то листики сгнили. Когда я решила пересадить, корневая система также была сгнившая. Дочка подарила мне еще 3 орхидеи. Я опять стала изучать, уже не стала их держать в воде, но они точно так же у меня, когда отцвели, ничего у них не появлялось. В итоге
Вот одна из тех больших орхидей, которую я практически загубила. Так, вот это вот вторая, которая уже отходит. Ну а третья все-таки пропала. Я не поняла, почему же у меня не получается выращивать орхидеи. И случайно я увидела сайт Наташи «Классика орхидейного жанра». Вообще меня это все очень поразило, очень поразило. И самое главное, что логически я понимала, орхидеи в природе любят влагу. Так почему же мы боимся их опрыскивать? И я стала пользоваться Наташиными советами. Ну и в результате мои орхидеи начали оживать. И мне мои родные, близкие, вместо букетов цветов на все праздники стали дарить орхидеи. И как видите, они прекрасно меня чувствуют. Низкий поклон тебе, Наташенька. Кто хочет понять суть орхидей, изучайте видео Наташи «Классика орхидейного жанра». Просмотрев видеоотчет, я хочу акцентировать ваше внимание на температуры. Больше для тех, кто слушает видео, а не смотрит их. На термометре в глубине комнаты, без попадания прямых солнечных лучей, температура в помещении составляла 28,8 градуса Цельсия. И это, как сказала Галина, в пасмурный день. А еще в комментариях под видео Галина поделилась с нами великолепным стихотворением неизвестного автора, которое я хочу посвятить всем хорошим людям на этой планете. Когда хороший человек рождается на свет, на нем отметки «хорошо» нигде, конечно, нет. Но он живет, растет, творит, он делает добро. И каждый, встретившийся с ним, сказал: «Мне крупно повезло. Мне повстречался человек отзывчивый такой, с большой и светлою душой и умной головой. И если б каждый был таким, жилось бы так светло. Сама земля сказала б им: мне крупно повезло». Ну а теперь пришло время напомнить вам, что 13 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной. Ведь впереди у нас много интересного.